Привет, ты на канале Свободный мир. Меня зовут Олег Хазов, и в данном видео ты узнаешь, как получить машину за 1,9% годовых при кредитном рейтинге до 650 баллов и российскому паспорту с просроченной визой. В данном случае твоя национальность и паспорт не имеет значения, так как ты человек прежде всего, ну и все в таком духе. Также я расскажу, почему мы отказались от покупки старого автомобиля, как ты сможешь получить до 4500 долларов при покупке нового авто или 750 долларов за мотоцикл, как сэкономить 6500 долларов на страховке и прочее. Таймлайн ролика в описании. Тебе нужна машина? Не беда. Во всех цивилизованных странах все просто и логично. Какие варианты покупки бывают? Можно купить новую машину или старую, а некоторые машины даже можно оформить как личная квартира. Но речь сейчас не об этом. Ты можешь купить бэушную машину, и это действительно очень легко сделать за минуту, подписав бумагу с основными данными продавца и покупателя. Но как не нарваться на неприятности? Как проверить, что она не была украдена? В США по официальным данным угоняют машины каждые 33 секунды. Или 155 тысяч машин в год в Калифорнии, это первое место по стране, 69 тысяч машин в год в Техасе, второе место, или Вермонт, 253 машины в год. Штат находится на последнем месте по официальным данным на 2018 год. Ссылку на статистику на вашем экране или в описании. Я даже был свидетелем, когда сдавал на права, как какой-то чувак приехал регистрировать свежекупленную с рук машину. И DMV, в России ГИБДД, в Украине ДАИ, вызвали полицию и отобрали у него это авто, так как машина была в угоне. Второе, как проверить, что она не клонирована, что также очень популярно в США. Третье, как проверить, была ли она так называемым утопленником из штатов с различными катаклизмами. Четвертое, или, например, в Калифорнии нельзя зарегистрировать авто старше 2 лет из другого штата. Там, конечно, есть некоторые исключения, но тем не менее. Пятое. Например, нельзя покупать авто, произведенное не для Калифорнии. И этот список я могу продолжать. Но это были именно те причины, 1, 2, 3, 4, 5, по которым мы не хотели заморачиваться со старыми автомобилями, так как в каждом штате свои заморочки. Я уж молчу, что помимо покупки с рук, еще есть куча уличных дилеров и различных аукционов со своими хитростями. Ставь лайк, если тебе интересно раскрыть тему по бэушным автомобилям. Также по старым машинам нет никаких плюшек, а по новым есть. Например, плюшка номер 1. Если у тебя доход на одного человека до 51 тысячи долларов в год, на двоих это 68 тысяч, то ты можешь по данной ссылке на экране или в описании получить 5000 долларов возврата по данным на 2020 год. Кстати, из критериев на подачу помимо дохода достаточно быть старше 18 лет, иметь водительские права и не быть банкротом. Плюшка номер 2. Например, захотел ты Hyundai Ioniq или Ford Focus, и список огромный, он не ограничивается этими популярными автомобилями, то получи 7500 долларов налоговый возврат. Это значит, что если ты заработал за год, к примеру, 10 тысяч долларов и уже и должен оплатить 10% налогов, то тебе нужно попрощаться с 1000 долларов налогов, а со стимулирующим налоговым вычетом всего 250 долларов, то есть экономия 750 долларов. Список всех марок и моделей, подходящих под эту программу, ты можешь получить по ссылке на экране или в описании. Плюшка номер 3. Если ты хочешь помочь природе и себе и купить энергосберегающий автомобиль или мотоцикл, то получи до 7000 долларов возврата. По данным на 2019 год, доход на одного должен быть до 37 тысяч долларов или на двоих до 50 тысяч. Подробности программы по ссылке на экране или в описании. А в конце еще и наклейку для бесплатной езды по выделенке подарят. Carpool называется. Если у тебя уже есть автомобиль, то вот по этой ссылке на экране или в описании ты можешь прямо сейчас проверить, можно ли тебе бесплатно ездить по выделенке. А если ты недавно, обычно до 60 дней, купил авто и машина подходит в какую-либо программу или во все сразу, то срочно подавай документы на один возврат или несколько возвратов сразу. Некоторые программы могут дополнять друг друга. А если ты уже получал или не получал подобные плюшки, то пиши в комментариях, как ты это получил или нет. Очень интересен опыт разных людей. 30 секунд для дальнобойщиков. Ты дальнобойщик и хочешь новый грузовик? Получи возврат не до, а именно 45 тысяч долларов или 52 тысячи долларов. Программа действует с 25 октября 2019 года на грузовики всех марок 7 и 8 категории. Подробности по ссылке на экране или в описании. Если ты знаешь больше подробностей, что это за волшебные грузовики 7 и 8 категории, то пиши в комментариях. Очень интересно, насколько они круче остальных.
Перейдем к покупке нового автомобиля. Чтобы купить новую машину, тебе нужно определиться с теми важными моментами, которые для тебя принципиальны, чтобы не беситься потом, а наслаждаться новой машиной каждый день. К этому, например, относятся цвет автомобиля, его экономичность, на газу или на бензине, автомат или механика, купе или кабриолет, на топливе или электрическое, или самые популярные – гибридные, седан или внедорожник. Нужен экран в машине или нет? Сиденье на электроприводе или вручную себя перетаскивать, как на тренажере? И так далее. Если ты не понял, о чем я, то просто не заморачивайся, так как это значит, что данные особенности не важны для тебя. После этого тебе необходимо проверить несколько популярных сайтов, чтобы определиться с маркой и ценой автомобиля, такие как advance.com, truecar.com, kbb.com и costcoauto.com. Для тех, кто хочет заморочиться и сэкономить на бензине, необходимо отслеживать показатель MPG – Miles per Gallon, так как, например, на стандартной бензиновой машине с показателем 25 MPG ты потратишь за 10 лет $11 760, тогда как на другой бензиновой машине, но уже гибридной и показателем 41 MPG, ты уже потратишь за 10 лет $7170. То есть твоя экономия $4590 за 10 лет. Я уж молчу, если ты купишь, к примеру, Toyota Prius. Там показатель от 54 до 133 mpg. Водитель обычно ездит с показателем 89, и тогда твоя экономия уже $8460 на бензине за 10 лет. Неплохо тогда? Эти показатели ты можешь сравнить и проверить, посетив вот эту официальную ссылку на экране или в описании. А вот сравнить все машины или найти машину по данным показателям можно по этой ссылке на экране или в описании. И вообще там много всего интересного, и можно покопаться. На сайтах ты выбрал машину, примерную стоимость, определился, будешь ли экономить на бензине. Дальше тебе необходимо связаться с несколькими официальными дилерскими салонами и узнать предложение их цены. Почему не торопиться с визитом к дилеру? При дистанционном общении их задача заманить тебя именно в их салон, и предложенная цена, скорее всего, будет куда ниже, нежели если ты уже в салоне. И при дальнейшем визите ты всегда можешь сказать, какую цену предлагали тебе по телефону или почте. Кстати, как понять, новая машина или нет? Так вот, машина считается новой, если она проехала до 7500 миль. Следующим большим преимуществом будет, если у тебя был или есть любой другой автомобиль в собственности со страховкой. Не расторгай со страховой компанией договор, так как тебе нужна действующая страховка. В данном случае я рекомендую просто снять со страхования старый автомобиль, если ты его уже продал, но сохранить страховку, например, на травмирование в арендованных авто. Тем самым ты доказываешь банкам, что ты не ездишь по дорогам незастрахованным, и, соответственно, ты являешься ответственным автолюбителем. И у тебя на руках есть страховая идентификационная карта с данными твоего страхования, которая в реале стоит $20-50 в месяц. Это также является большим преимуществом, так как ты не начинаешь свою историю страхования автомобиля в другой компании с нуля. Чем дольше ты с одной страховой, тем дешевле полис. У меня полис страхования падает в цене каждые 6 месяцев на несколько десятков долларов. Перед поездкой к дилеру распечатай банковские выписки с твоим доходом за последние 2-3 месяца. Это можно сделать в офисе банка. Или возьми копии чеков с твоей зарплатой. Тебе необходимо доказательство стабильного дохода, поэтому есть различные варианты это сделать. Смотри, что подходит именно в твоем случае. Можно и скриншот с твоего телефона из приложения, в котором ты зарабатываешь, сделать. Всем важна правдивость данных, поэтому проверять не буду, скорее всего. Но я не рекомендую подделывать документы, так как правда всегда выясняется, и тут это будет, скорее всего, не в твою пользу. Мы только за честные взаимоотношения и бизнес. На документах должны быть твое имя и фамилия с домашним адресом. Сделай распечатку за 2-3 месяца от своего мобильного оператора. Это также можно сделать в офисе оператора.
Проверь, чтобы там были отображены твоя фамилия и имя, а также домашний адрес. Подготовь свои водительские права. Если твой штат позволяет сделать права для нелегалов, то их достаточно. У меня были права для нелегалов, хотя я легально нахожусь в Штатах, потому что их очень легко сделать по паре документов. Иногда это требуется, когда обычные калифорнийские права достаточно долго делать или вы ожидаете какие-либо документы. Нужен номер социального страхования в оригинале, но можно и на телефоне показать. Важное замечание. Ни в коем случае не давайте номер Social Security Number до тех пор, пока не договоритесь о цене и не будете подписывать договор о покупке автомобиля, так как они моментально сделают так называемый жесткий запрос в твоей кредитной истории, который сотрется только через 2 года. А после 3-4 таких запросов твой кредитный рейтинг полетит к чертям. Тем самым, либо ты купишь авто у них на их условиях, или за бесплатно просто так потеряешь баллы своего кредитного рейтинга. И уже будет большой вопрос, дадут ли тебе машину в новом салоне, так как несколько жестких запросов говорит о неблагонадежности кредитуемого клиента. Нужен паспорт с визой, по которой ты попал в США. Сотрудники дилерского салона Ford принесли мне список из 10 виз, по которым они одабривают покупку авто. И там не было моей туристической визы, и к тому же она была просрочена. Нести кучу документов, что я легально в Штатах, не стал, так как это и так понятно из-за наличия Social Security Number. Моя логика очень простая, что это им нужно продать мне автомобиль, а не мне купить. Поэтому и им придумывать, что, где и как написать, чтобы сделка состоялась. Разрешение на работу по желанию. Первоначальный дебетовый взнос от $500 до 30 тысяч. Дебетовой картой, наличными или чеком. Небольшой лайфхак. Американские банки российские кредитные карточки считают за дебетовые, если кому интересно. У нас дилер требовал наличными $5000. Мы сказали, что дадим 2000 чеком и хватит вам. Думаю, есть возможность оплатить первоначальный взнос и кредитной карточкой американской, так как в договоре этот пункт идет через запятую, но наличные вызывают больше очков и доверия. Чей, чек и какой там указан адрес, неважно. Поручители тебе также не нужны. Лишняя зависимость и ответственность перед друзьями и родственниками. По закону ты не можешь вернуть машину в салон, просто потому что она тебе не понравилась. Только если потеряв 30% стоимости минимум и если дилер пойдет навстречу. Поэтому, если прям очень не уверен в машине, то спроси платную опцию Cooling Off. В этом случае ты можешь вернуть машину назад и вернуть почти все деньги, но тут следует читать договор. Если ты готов ждать, то самые большие скидки в конце года, так как распродаются машины уходящего года и далее они будут сильно падать в цене. Но там уже может не быть машины нужной комплектации или цвета. Если на цифрах, машина стоила по данным завода $27 120. Так как мы покупали машину год в год, то была уступка завода $3000. Выбили дополнительную скидку $2400. Итого машина получилась $21 712 с полным фаршем и в полной комплектации. Ой, чего там только нету. И доступ по пин-коду, камеры, тонировка, сиденье ездит в 10 направлениях и прочие ништячки. Налоги $2100, регистрация автомобиля в DMV и прочие налоги еще $450. Страховки. Это я очень люблю и часто ими пользуюсь. Даже в России я купил страховку на iPhone связном за 3000 рублей. И когда разбил телефон, то мне любезно выдали новый iPhone. Да даже в США я уже дважды менял iPhone по страховке. И исходя из поговорки «скупой платит дважды», мы добрали страховок на автомобиль в салоне. $3740 за 5 лет или $62 в месяц. Это на 100 тысяч миль или где-то чуть больше 160 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Это страховка от поломки или износа огромного количества систем автомобиля, что не покрывается заводом-изготовителем, так как завод покрывает только брак и деталей. $2300 за 5 лет, это $38 в месяц, также 100 тысяч миль. Страховка с нулевой франшизой, deductible так называемый, за полное техническое обслуживание автомобиля. Мне уже бесплатно ремонтировали колеса, меняли дворники, фары, всевозможные фильтры и прочее, в том числе замена масла, лакировка колес и так далее. $1350 за 5 лет, это где-то $22 в месяц. Club Plus, ремонт вмятин, лобового стекла, эвакуатор, оплата скорой помощи, ремонт ключей или бесплатное восстановление утерянного ключа.
Кстати, новый ключ нельзя сделать где-то, его можно сделать только в салоне и за $500. Также, если у вас кончился бензин, масло или вода, все привезут бесплатно. И еще куча фишек. С нулевой франшизой. $800 за 5 лет. Gap Insurance, так называемая гарантированная защита активов. Она стоит от 5 до $20 в месяц. В нашем случае $13. Страховка выгодна, если ты внес минимальный платеж меньше 20%, купил ее в кредит на 5 лет или дольше и много путешествуешь. Подробнее можно почитать по ссылке на экране или в описании. А работает страховка так. Ты купил авто за 25 тысяч, выехал из автосалона и машина сразу стоит 20 тысяч. Много путешествовал, накатал миляж и теперь на рынке машина стоит 12 тысяч. Тут пришли добрые молодцы бастовать, а среди них затесались хулиганы, которые спалили твою машину нафиг. Или банально угнали. Страховка выплатит тебе рыночную стоимость авто 12 тысяч. Банку ты остался должен 8 тысяч, а машины уже нет. Вот тут Gap Insurance тебя спасет и выплатит за тебя эти $8 тысяч банку. И ты банку ничего не должен. То есть ты сохранил свои активы. Получается страховок плюс $8190. Это кажется дофига. Но банк, увидев, что все застраховано, сразу снизил процентную ставку до 1,9% годовых, к чему мы и стремились. Повышение ежемесячного платежа составило с 505 до $533. То есть в итоге за все страховки мы заплатили $1680 за 5 лет. Это $28 в месяц. Экономия $6510. То есть у нас получился автомобиль Ford Fusion Hybrid в люксовой комплектации, только без окна в потолке, за $533 в месяц, с 5-летним бесплатным обслуживанием почти по всем фронтам, с кредитным рейтингом 643 балла. В бюро кредитных историй Experian. Кредитной истории в TransUnion и Equifax не было вообще. Расскажи и ты о своем опыте в комментариях. Многим будет интересно узнать о фишках, которые помогли сэкономить именно тебе. И подводя итог, в автосалоне тебе потребуется: первое, ID с фото, можно для нелегалов, Social Security Number или EIN, если у тебя есть LLC, ООО, и ты там один участник, или ITIN. Это индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика и используется людьми, которые должны подать налоговую декларацию в США, но не имеют права на получение номера социального страхования. Третье, выписка или чеки с доходом за 2-3 месяца с фамилией, именем и адресом. Четвертое, выписка мобильного оператора, также с фамилией, именем и адресом. Пятое, паспорт с любой американской визой, можно даже просроченной. Шестое, чек наличный на удобную тебе сумму. Остальные документы по желанию: разрешение на работу, номер договора автострахования, подтверждение места жительства. Сделай скриншот экрана, тебе пригодится. Данная информация устно подтверждена в нескольких автосалонах Hyundai, Mercedes и Ford и опробована в салоне Ford при покупке Ford Fusion Hybrid. Если тебе пора бежать, то просто подпишись, чтобы получать больше кратких инструкций для решения твоих больших проблем. А если есть время, то подписчики канала с удовольствием прочитают твои комментарии, выраженные в культурной форме. Конечно, все ссылки продублированы в описании к ролику. Надеюсь, в данном видео тебе удастся сэкономить не $1000. Берегите себя. Пока-пока.